Привет, это канал Ильнур Трейд. В прошлом видео я показывал результаты разгона $1 до $2000 по новой стратегии и без единого минуса. Кто его не смотрел, обязательно посмотрите, так как стратегия, которая там применялась, действительно показывает хорошие плюсы. А в сегодняшнем видео я буду работать только с одним индикатором аллигатор. Также мне понадобится моя таблица Money Management, в которую я буду заносить результаты торговой сессии. Подробнее про эту таблицу я рассказываю в одном из своих прошлых видео. При грамотном использовании Money Management эта таблица дисциплинирует вашу торговую сессию и компенсирует ваши убытки. Ссылка есть в описании. Итак, что будет сегодня? Нет, в этот раз вряд ли будут сплошные плюсы в ряд, так как сколько бы я ни тестировал эту стратегию, пока не удавалось проделать много плюсовых в ряд, потому что стратегия рассчитана на перекрытие из-за того, что точки входа могут быть не идеальными. Поэтому, как мы распределяем наш торговый бюджет? У меня выделяемый баланс $100, и при этом сумма первой сделки будет начинаться с 30, вторая сделка будет равна 70. И в последующем ставки будут подниматься. И хотя в данной стратегии не приходилось перекрываться более чем 2 раза, я буду рассчитывать только на одно перекрытие. И моя цель показать вам, как с балансом $100 и при таком money и риск менеджменту сделать $1000 по данной стратегии. Подписывайтесь на телеграм-канал, если хотите торговать с нами в голосовом эфире. Делюсь новыми стратегиями и таблицей Money Management. Справится каждый. Проводится набор в группу разгона депозита до $20 000. Подробнее найдешь в телеграме. Итак, можем начинать. У меня все готово к торговле. Индикатор аллигатор. Интервал 1 минута. Время также 1 минута. Суть стратегии проста как дуб. Открываем сделку после касания или пересечения свечи крайней линии аллигатора. При этом мы должны наблюдать выраженный тренд. Чем ярче тенденция, тем лучше проходимость. Первую сделку открываем по направлению тренда, а в случае минуса перекрываем в обратную сторону. Однако не всегда нужно придерживаться именно такого правила. Нужно обращать также внимание на то, как закрылась свеча, и можно ли было теоретически зайти в эту сделку только сейчас, а не на свечу ранее. Понимаете, о чем я? Нет? Тогда давайте смотреть. Цена после касания нижней границы аллигатора пошла вверх, тогда как по правилу этой стратегии мы могли бы открыть сделку на понижение и после минуса перекрыть на повышение. Поэтому здесь мы открываем вверх на 1 минуту. Хотя в этой сделке забрали мало пунктов после такого отката, следующая свеча также пошла вниз. Заносим результат в нашу таблицу и увеличим размер следующей сделки. Как видим, что цена пошла вверх после пересечения нижней границы аллигатора. В этой сделке теоретически мы могли бы зайти на понижение и после чего перекрыться на повышение. Поэтому открываем первую сделку на повышение и тем самым избегаем перекрытия. Аналогичная ситуация с предыдущей. Хотя здесь нет ярко выраженного тренда, ничего нам не мешает уже после полного пробития ставить по направлению пробития аллигатора. Объясняю еще раз, почему я так хожу. Я не жду именно такого момента. Я вижу график, анализирую историю, как бы я зашел сюда, если бы увидел этот график на 2 минуты раньше. В любом случае пришлось бы перекрываться на понижение. Так почему бы не завершить историю сделок с данного момента, минуя прошлые теоретически возможные открытые мною сделки? Слишком сложно, да? Идем дальше.
В этом случае мы уже зашли по правилу данной стратегии на повышение и, как видите, не прогадали. Можно подвести промежуточные итоги: 5 плюсов в ряд и плюс $248. Пока идем без минусов. Заранее приготовил сумму перекрытия в случае минуса, однако цена пошла в нужном для нас направлении и как итог 6 плюсов и $350. Закрытая свеча доджи в красную чудом приносит мне несколько пунктов, при том, что открывал сделку на повышение с новой свечи. Видимо, на доли секунды опоздал, и в этом мне повезло. Классическая сделка на понижение от нижней границы аллигатора. Занесем результат в таблицу и продолжим торговлю, хотя находить подходящую сделку приходится долго. Цена на этом графике дважды отскакивала от верхней линии аллигатора, что не мешает и в третий раз поставить на повышение, так как цена на этом графике продолжает свою тенденцию. И вот у нас первая минусовая сделка в этой торговой сессии и удачное ее перекрытие. Хочу обратить внимание, что если бы я на пару минут раньше увидел этот график и зашел бы от границы аллигатора, мне бы понадобилось два перекрытия. В таком случае у меня бы не хватило заявленного торгового баланса на эту торговую сессию, так как рассчитывал свой Money Risk Management только на одно перекрытие. И как итог 9 плюсов в ряд, 10-я сделка минусовая и 11-я ее перекрывает. Торговая сессия с аллигатором закончилась успешно и с результатом в плюс 1173% к депозиту. Это была одна из стратегий, которую применяю в ежедневной торговле в голосовом эфире. Подпишись на телеграм-канал, напиши мне сообщение, и я поделюсь с тобой настройками и добавлю в группу с торговлей. Также напоминаю, что в этом месяце провожу марафон до $20 000, в котором будет как эта, так и другие стратегии, которые дают свои плоды в долларовом эквиваленте. Кроме голосовых эфиров, в группе также не обходится и без социальной торговли. Вы подключаетесь по моему ID, выставляете настройки по моим рекомендациям, и у вас копируются мои сделки. На этом все. Если остались вопросы или пожелания, отвечу на них в комментариях. Также прочти закрепленное сообщение, там найдешь для себя приятный бонус.